Всем привет! Сегодня хочу порассуждать на тему того, нужен ли вообще академизм, академический рисунок, живопись или нет. И ответить, конечно, я на него точно не смогу, потому что это личное решение каждого человека, но хочу поделиться своими соображениями на эту тему. Так вот, в принципе, когда я спрашиваю людей или говорю вообще об академизме, то я заметила, что у людей два таких противоположных представления об этом слове, об этом вообще явлении, можно так сказать. То есть кто-то представляет себе такой же вот натюрмортик, как и я нарисовала, художку, детей, носящихся по коридору, которые рисуют яблочки, кувшинчики и так далее. В общем, что-то не очень веселое и, в общем, с таким флером детства. Другие же представляют себе такого дяденьку с бородой в шапочке какой-нибудь смешной, в таком еще, знаете, халатике с каким-нибудь надписью «Худграф» или что-нибудь такое, которое рисует огромное полотно маслом, перед ним какая-нибудь юная обнаженная красавица и в каких-нибудь шелках, коврах и тоже с какой-нибудь амфорой или, не знаю, какой-нибудь каким-нибудь, в общем, кувшинчиком, что, кстати, очень распространено. Так вот, и то правда. Но если в целом, то академизм — это такой академический стиль, на самом деле. Устоявшийся, он очень долго складывался и развивался достаточно долго. То есть раньше это был, ну, по сути, единственное базовое образование, которое должен был получить любой художник, который хотел бы творить. То есть в целом раньше не принимали в Академию художеств без классического образования, а именно академического. То есть оно считается классическим, базовым и, в принципе, обязательным. Но сейчас очень много чего развелось, в том числе и художественная сфера, и, в принципе, сейчас многие отрицают академизм, говорят, что он только сковывает, что он мало кому нужен, в целом только те, кто хочет писать именно академические работы, а сейчас мало таких людей, в основном молодежь больше по скетчингу, по каким-нибудь иллюстрациям, диджитал и так далее. В общем, на академизм сейчас катят серьезную бочку, и в целом многие рассуждают на тему того, что он уже отжил свое и так далее. Но я отношусь к лагерю консерваторов, поэтому я считаю, что все-таки академизм нужен. Но это мое личное мнение, что он на самом деле нужен всем, но просто в разной дозировке. Повторюсь, что академизм — это все-таки такая огромная база знаний классических по тому, как строятся предметы, как прописываются тени, что такое рефлекс, как строится человеческое лицо, как строится человеческая фигура, какие должны быть пропорции, как правильно переносить пропорции. То есть это такой гигантский, необъятный учебник всего, что вам может пригодиться в живописи, в рисунке, в целом в рисовании. Поэтому полностью отрицать это глупо, потому что так или иначе мы все пользуемся этими правилами, этими пропорциями, этими методами. Да, конечно, современная живопись, она такая более легкая, часто что нарушает, что в академизме вполне, не вполне приемлемо, но все равно то, как мы строим лицо, это зачастую как раз-таки классическая анатомическая сетка, академическая, которая в художественной академии применяют. То есть все мы отмеряем, вымеряем, строим. Все эти плоскости, они давно изобретены. То есть это тот самый велосипед, который уже давным-давно изобрели, и которым просто надо научиться пользоваться, и все. То есть нужно взять от него все самое лучшее, а потом уже его совершенствовать. Так вот, я подхожу к теме того, нужен он или нет. Я лично считаю, что, конечно же, он нужен. Но вот по поводу пропорций я уже немножко сказала, что он не нужен в таких сильно зажатых рамках и в таких пропорциях, как его навязывают многие классические учебные заведения. То есть, да, он нужен. Это, это база, это то, на чем строится весь рисунок и живопись, но
если студентов заставляют очень-очень долго вот это все делать, не отступая ни на миллиметр от классических законов, которых на самом деле по сути не существует. Это есть только в головах достаточно многих классических педагогов художественных, то есть они вот так привыкли, им кажется, что это канон, и они заставляют точно так же делать и своих студентов из года в год. На самом деле этого нету, то есть те преподаватели, которые понимают, что академизм это все-таки свод таких рекомендаций, правил, которые можно нарушать, они дают волю своим студентам, они объясняют основы, но позволяют им немножечко отступать от этого, объясняют, как правильно это делать, как правильно отступать от академизма и так далее. Поэтому если вот такая вот зажатый, очень, очень сильно консервативный академизм, такой немножечко уже пахнущий нафталином, да, это не очень хорошо, потому что это ломает человека, ломает его внутренний стиль, который в каждом из нас есть, не каждый его нашел, но академизм такой вот махровый, знаете, он убивает всю индивидуальность. Еще очень часто. Это прям такое наблюдение очень четкое, которое я наблюдала не один раз у людей, что все начинают рисовать одинаково. Но если вы хотите начать рисовать, то вот эти самые основы, как правильно перенести пропорции на бумагу, как правильно построить определенный предмет, на что опираться, на какие точки нужно смотреть, как правильно построить тень, как вылепить предмет, чтобы он был объемный, как оторвать его от стола, от поверхности и так далее. Это все то, что, мне кажется, нужно каждому, кто хочет рисовать, потому что можно набрать вот эту небольшую базу академических навыков, академического стиля, и потом уже рисовать все, что вы хотите. Но это будет на такой очень хорошей, правильной сетке, потому что истоки академизма уходят в древнюю античность, в Грецию, где очень сильно следили за пропорциями, очень тщательно вычисляли их. То есть это такая наука, накопленная веками. И она также подчинена золотому сечению, которое никто не отменял. Оно прекрасно работает всегда, везде, в любом проявлении, и в академизме оно тоже есть. Вас тоже научит, как правильно компоновать, чтобы не улетали предметы и так далее. Это вот именно, повторюсь, та сетка, с которой вы можете дальше играть, но она все время будет вас поддерживать. Вы не провалитесь во что-то, потому что даже там тот же самый Казимир Малевич, который рисовал черный квадрат, он тоже начинал с академизма. Чтобы дойти до этого черного квадрата, он многое прошел, и он сделан достаточно грамотно, и чтобы позиционировать его правильно, и чтобы нарисовать его правильно, ему тоже нужны были знания академизма. Он не сразу начал с черных квадратов. То же самое про многих-многих художников, даже самых таких авангардных, ну, больше, конечно, прошлого художников. У них у всех за плечами академическая работа, академические навыки, и мне кажется, это им позволяло создавать те самые потрясающие вещи, которые кажутся мазнёй, ну, какой-то потрясающей мазнёй. Ну вот, грубо говоря, то есть это что-то такое непонятное, абсолютно не то, к чему мы привыкли, но оно почему-то цепляет. А все потому, что там есть законы, там все вшито, золотое сечение, сочетание цветов, сочетание пропорций. Это все там внутри, потому что это находится в художнике, он это переносит. Так что, подводя итог, хочу сказать, что академизм – это прекрасно, это то, что нужно всем. Но в каких дозах вы сами для себя решите. Я, конечно, очень сильно советую, ну и отчасти еще потому, что я тоже в прошлом академист, я прошла и художественные школы, и училища художественные, где меня этому учили, но мне повезло как раз-таки в художественном училище столкнуться с преподавателем, которая понимала, что все-таки внутреннее ощущение, внутренний какой-то стиль, это все очень нужно, это нужно развивать, это нельзя подавлять. Это как раз-таки можно уже красиво накладывать на тот фундамент, который закладывает академизм. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.